Привет всем. Я обычный человек, россиянин. Я не знаменитость, не звезда, не политик и не миллиардер. Но я хочу обратиться к одному человеку, американцу, к знаменитости, которую я очень уважаю. Когда мне было 13 лет, этот человек стал для меня настоящим примером. Примером того, как верой в себя, как целеустремленностью можно добиться своей мечты. Арнольд Шварценеггер всегда был для меня авторитетом. Его книга «Новая энциклопедия бодибилдинга» была моей настольной книгой много лет. Я верил всему, что он писал, говорил и делал. Вчера я увидел его обращение к россиянам, к нам, ко мне. Я не мог в это поверить. Я с сожалением увидел, что с человеком может сделать пропагандистская машина. Он и вправду верил в то, что говорил. В этом видео Арни решил сказать нам правду. Он говорил про события на Украине, о том, что россияне не знают, о том, что в действительности происходит в этой стране, что денацификация Украины – это неправда, потому что Украина – страна с президентом еврейского происхождения, у отца которого нацисты убили 3 его братьев, что Украина не начинала войну, а ее начал Кремль. В качестве аргумента Арни ссылается на то, что так считает большинство, что 141 страна в ООН проголосовала за то, чтобы считать Россию агрессором. Дорогой Арни, правда, это не то, что считает большинство. Когда-то Галилео Галилей был судим за утверждение, что не Солнце вращается вокруг Земли, а наоборот. Большинство тогда считало иначе, но это не делало их мнение истиной. Арни, твой отец и большинство, которое его окружало, также ошибался насчет русских. Ты сам в этом убедился, когда приехал в мою страну, познакомился с людьми и увидел, какие на самом деле здесь живут люди. И теперь ты, по твоим же словам, уважаешь мой народ и вдохновлен его силой и сердцем. Я приглашаю тебя в Россию. Приезжай, посмотри, поговори с людьми. И тогда ты сделаешь выводы и расскажешь людям о том, что увидел. Я хочу, чтобы ты увидел, как президент еврейского происхождения называет русских особями. Как он запрещает говорить им на родном языке. Требует уехать из страны, в которой они родились, только потому, что они русские. А еще, я думаю, ты будешь не против приехать в Донецк или Луганск и посмотреть в глаза людям, живущим в подвалах и потерявшим своих близких из-за украинских бомбежек, которые продолжаются уже 8 лет. Ты этого не знал, потому что такого не покажут по вашему ТВ. Ты можешь сказать их детям прямо в глаза, детям, которые родились, выросли и пошли в школу под грохот украинских пушек, про бедных украинских солдат, защищающих свою страну от русни. Ты должен понять, Арни, Россию нельзя изолировать. Отрезав хвост у собаки, глупо говорить, что собака отрезана от хвоста. Ты говоришь, что эта война незаконна. А где ты был, Арни, когда твоя страна бомбила Югославию, Ирак или Афганистан? Почему ты не сказал американцам тогда, что ваше правительство вас обманывает? Дорогой Арни, мой народ знает все про войну. Не дай Бог твоей стране пережить столько войн, сколько пережила моя. В моем городе была Сталинградская битва. Приезжай, и мой город без слов расскажет тебе о том, какой жестокой и смертоносной может быть война. Ты поймешь, что заставить русского воевать труднее, чем кого бы то ни было на этой планете. Но если до этого дойдет... Впрочем, об этом наверняка тебе рассказывал твой отец. Дорогой Арни, поверь, россияне прекрасно знают, как обстоят дела на любой войне, в том числе и на Украине. Мы принимаем оттуда беженцев.
собираем для них вещи и продукты. Они живут в наших домах, они ходят в наши школы, они лечатся в наших больницах. А еще мы отправляем гуманитарный груз в Украину, туда, где нас ненавидят. В этом и есть настоящее сердце моего народа. Арни, я тебя знаю, а ты меня не знаешь. И, к сожалению, я не знаю настолько хорошо твой язык, чтобы сказать тебе на твоем языке, чтобы ты понял. Я надеюсь, что найдутся люди, которые переведут это для тебя. И, может быть, ты это услышишь. И я хочу увидеть тот день, когда ты выступишь перед американцами и призовешь их к миру. Когда ты расскажешь о том, что на самом деле происходит на этой войне.